Если бы меня спросили, каким я представляю себе рай, то я, не задумываясь, ответил бы: таким, как Палау. Лазурные бухты, сочная зелень холмов и множество мелких мохнатых островов выглядят настолько нереалистично, что, рассматривая их с высоты птичьего полета, порой кажется, что Земля со всеми ее клокочущими мегаполисами осталась где-то далеко, в прошлой жизни. Палау, архипелаг в Тихом океане к востоку от Филиппин, занимает довольно компактную площадь в 508 квадратных километров и относится к группе Каролинских островов. Его тропический пейзаж как будто позаимствован с идеальной туристической картинки. Бирюзовые лагуны чередуются здесь с непроходимыми дебрями джунглей, большая часть которых, говорят, по сей день так и остается неизведанной, а другая часть бережно хранит в себе брошенные орудия и блиндажи японских солдат эпохи Второй мировой. Перед тем, как впервые попасть сюда, я не раз слышал, как путешественники сравнивали Палау с раем, причем не земным и даже не небесным, а подводным. Природа такой аналогии теперь кажется мне вполне естественной. В глубоководных окрестностях этих райских островов обитают более 1500 видов тропических рыб, а также бесчисленное количество редких млекопитающих. По данным экологов, одних только акул здесь более 130 видов, причем некоторые из них отмечены учеными как вымирающие. Начинаем погружение. Нет, эта лестница предназначена не для нас. Тех, кто когда-то карабкался по ней на борт военного корабля, уже давно нет в живых. Более оптимистичная картина ожидает нас ниже. В лесу из кораллов нас встречают несколько миниатюрных рыбок-клоунов, как будто сошедших с экрана диснеевского фильма «В поисках Немо». Куда более зловеще выглядит триггерфиш или спинорог. Все те ужасы, которые мне про него рассказывали, похоже, более чем оправданы. Говорят даже, что триггеры опаснее самих акул. Наверное, стоит поверить и держаться от них подальше. Орлики напоминают скорее гигантских бабочек или летучих мышей, чем рыб. Особенно красочно это сходство проявляется в их манере лететь по подводным глубинам. Края их плавников совершают грациозные волнообразные движения, идущие от передней части крыльев назад. В какой-то момент эта картина начинает отдавать чем-то сюрреалистичным. Вроде ты находишься под водой, а кажется, будто мимо тебя проносится орел или, на худой конец, летучая мышь. Засмотревшись на орлика, чуть не цепляю ногой рыбу-лист. Довольно малопривлекательное внешнее существо, практически полностью сливающееся с подводной фауной. Я, в силу своего человеческого размера, вряд ли сойду для нее за добычу, а вот мелкие рыбки вполне. Будучи плохим пловцом, этот гений мимикрии лежит себе спокойно на дне, а добыча, не замечая подвоха, сама приходит к ней в рот. Мимо проносится косяк барракуд. Несмотря на довольно безобидную внешность, эти серебристые рыбки имеют довольно хищническую репутацию. С муреной тоже лучше не шутить. Говорят, что если она ухватится за добычу зубами, то все, пиши пропало. Другое дело вот эта рыбка – мандаринка, настоящий подводный арт-объект. Ее красочное облачение хочется разглядывать бесконечно, но это вряд ли исполнимо. Маленькая юркая рыбка так и норовит спрятаться от подводных папарацци. Но пора обратно на землю. Под занавес нашего погружения маленькие стеклянные рыбки как будто дарят нам салют. Везде бы так провожали гостей.
На суше Палау нас тоже ожидает немало сюрпризов. Не сказать, что все приятные, но уж точно запоминающиеся. Местные жители не относятся к змеям так, как мы, с легким пренебрежением, а наоборот, почитают их почти как богов. Отплываем к острову Пелелиу, туда, где миксуются бурные течения Филиппинского моря и Тихого океана. Нет, здесь неплохая погода. Вернее, погода в этом месте выглядит плохой всегда. Из-за бурных течений и порывистого ветра волны спотыкаются о кораллы, и те, в свою очередь, выбрасывают в воду свою пыль. Сам Пелелиу скорее напоминает музей военных действий. Вот здание бывшего японского штаба. 17 сентября 1944 года здесь высадился десант ВМФ США, и легкая, на первый взгляд, военная операция превратилась в жестокую бойню. Достаточно сказать, что около 10 тысяч японцев, укрывавшихся от неприятеля в подземных шахтах, буквально сгорели заживо. Вот, например, почти не изменившаяся с тех пор полоса местного аэродрома, разбитые орудийные позиции, сожженные танки и самолеты. А это те самые шахты, которые погребли в себе огромное количество японцев. Ходим по ним молча, все слова куда-то деваются. От осознания того, что происходило здесь полвека назад, становится не по себе на физическом уровне, пересыхает в горле, по телу бегут мурашки. Правда, мурашки появляются еще и от вида нынешних обитателей шахт, непонятных тараканообразных существ, придающих этому месту дополнительную долю экзотики. Вот, наконец, виден свет в конце военного туннеля. Наш гид из числа местных жителей просит сбросить с себя всю скорбь и печаль и оставить их здесь мертвым. В конце концов, такое райское место, как Палау, не терпит тяжелых, грустных мыслей.